Здравствуйте! Представляем вашему вниманию щенков породы финно-угорские арзуки. Щенкам 2 месяца. И на них можно уже видеть признаки как совсем новорожденных щенков, они недалеко ушли, так и уже взрослых собак. То есть видно, кем они через несколько месяцев станут. Но, тем не менее, особенность заключается в том, что эти щенки признаются щенками до года. И совсем молодыми собаками до 2, а то и до 3 лет. Это резко отличает их от немецких овчарок, которые резко взрослеют и укрупняются уже к 5 месяцам, формируются, но сближает их с бельгийскими овчарками, такими как Малинуа, Грюнендаль, которые тоже взрослеют достаточно поздно. Ну, собственно, это и понятно, потому что от бельгийских овчарок они по ходу нашей реконструкции произошли. Масть трехцветная, рыжий, серый и черный. Вот на них это прекрасно тут видно. Может быть, вот маска выражена или не очень выражена. То есть это уже сейчас проявляется. Вес 5-6 килограмм. Ушки, вот это очень важный момент, они уже начинают вставать, но еще не встали. И могут встать даже чуть позднее, чем у немецкой овчарки, в 3-4 месяца. Связано это с тем, что они происходят от французской овчарки Бочерон, у которой уши либо не встают вообще, либо встают, но в случае, когда ушки купируют. Здесь ушки купировать не надо, они встанут за счет Малинуа и Вео. Ну вот, пока они еще четко не встали. Для этих собак совершенно без проблем возможно дворовое содержание. То есть, начиная со щенков, они отлично выживают в условиях двора загородного дома. Пища. Они абсолютно неприхотливы к пище. В принципе, уже с 1,5-2 месяца они начинают питаться как взрослые собаки. Это тоже принципиально важно. И, можно сказать, особенность этой породы. Лучше этих щенков брать уже вот в этом возрасте, а то еще чуть раньше, в полтора месяца, чтобы лучше было привыкание к хозяину. Тогда хозяин просто получит огромную радость от общения с этими щенками. А особую радость получат дети, если в семье будущего хозяина есть маленькие дети. Это вообще будет прекрасно. В общем, ловите их, берите на ручки. Вот. Садись, Лиза. Здравствуйте. Это наш щенок. Он очень любит всех нас. Мы очень любим этих хороших питомцев. Они бегают за нами. И главная забота — не терять их. И их надо кормить, напоить там водой. Мы очень любим этих собачек. Мы за ними обязательно ухаживаем за ними. Там убираем и обязательно кормим. Они любят с нами играть, бегут к нам. Психика у щенков финно-угорских арзуков спокойная. При том, что видно, что щенки очень дружелюбные, очень активны. Видно, что щенки добрые, не кусаются, хотя уже достаточно крупные и очень активны. И еще важный какой момент: в помете проявляются определенные признаки. Ну, многие их в шутку даже называют лисятами или волчатами. Это действительно особенность породы.
И что проявляется? Вот давайте посмотрим. Вот у этой девочки виден рыжий колор, рыжий цвет и довольно четко видна черная маска. Это сближает их с малинуа. Вот эти два красавца, в них проглядываются признаки вео. Ну и опять-таки вот у этого мальчика черная спинка. Это, конечно, пришло от черной собаки французской овчарки Босерон. Все эти признаки можно видеть в пометах финно-угорских арзуков. Что я хочу сказать в заключение? Ну, совершенно понятно, и это не передашь словами. Уже со щенков таких маленьких начинается эмпатия между человеком и собакой. И второе, конечно, видно, что эти собаки это пастушьи собаки, это овчарки, а не собаки какой-либо другой породы. Надо рассказать про папу, маму, бабушку наших щенков. Вот это папа. Кличка Арзак Верный. Он гибрид Вео и Малинуа. Его особенности – это преданность. Он отличный профессиональный сторожевик нашего загородного дома. И он очень темпераментный. Сейчас август, очень жарко. И наш пес немножко линяет. Вот, но когда жара закончится, это скоро случится, и линька у него закончится. Его густая шерсть защищает его от мороза и от некоторых других стрессовых факторов. На. А вот этот щенок, он был как Арзак, когда и Арзаку было 2 месяца. Точная копия своего папы, когда папе было 2 месяца. Вот это мама щенков, кличка Звезда, гибрид Малинуа, Вео и Босерона. На ее контрасте можно видеть, что щенки могут рождаться серые или даже чуть темные, черные, но потом они рыжеют. Да, и еще очень важный момент. Вот у нее видно рожки. Рожки – это признак Босерона. И в принципе вот у щенков тоже можно видеть рожки на морде. Такие вот на более темном фоне такие рыжеватые пятнышки. Вот это четкий признак Босерона, он у них отлично тоже проявляется, отлично виден. Подшерсток уже к 2 месяцам формируется такой компактный, густой. Можно сказать, что уже сейчас собаки готовятся к холодам. Для контраста также можно показать бабушку данных щенков. Кличка Аврора. Она представляет собой гибрид Вео и Босерона. Таких собак называют за рубежом русскими овчарками. И что хочу показать. Абсолютно черный ее окрас. При том, что такой серо-бурый до белого. Также имеется окрас части туловища и лапок. Хочу акцентировать рожки. Такие коричневые пятнышки на черном фоне основного окраса. И вот если присмотреться, то у щенков этот признак сохраняется. Ну и еще раз можно показать, вот здесь как раз 2 контрастных щенка.
Вот мальчик, который имеет признаки восточноевропейской овчарки, и девочка, которая достаточно хорошо похожа на малинуа. То есть черная контрастная маска и более-менее рыжий вот этот вот лисий окрас. И на вот эту девочку можно обратить тоже внимание. У нее хорошо видны вот эти вот рожки. Вот они видны тут, вот они видны тут. В принципе, просматривается и черная масочка, и колор, который напоминает колор восточноевропейской овчарки. Посмотрите, какие у нее мощные уже для 2 месяцев лапы. Вот. Тоже мне вот этот щенок очень нравится. А вот у нее, кстати, видно, вдвигаются и выдвигаются когти. Вот я обратил внимание. Это тоже признак таких овчарок. Выбирайте этих собак, и вы получите пастуха не только себя, но и своей души. Это и есть, наверное, эмпатия.